Привет, друзья! Я вам обещала показать таблетки, которые мне должны были прислать от кашля. Ну, как они от кашля? Короче, пришли таблетки, я уже 10 штук выпила. Сейчас я вам хочу показать, как они выглядят, как они называются. Геломертол. Вот так вот они выглядят, эти таблетки. Я так думаю, все их, кто в Германии живет, видели, они в аптеках продаются, но они продаются без рецепта. Эти таблетки надо оплачивать самому. Вот, еще раз посмотрите, вот такие я таблетки выписала, я их выписала в интернете. Здесь 100 штук. Смотрите, 100 штук. И они были, эти таблетки, уже по скидке. Там где-то, наверное, 48, что ли, где-то так процентов была скидка на них. Так как они до 24 года, срок годности. До августа 24 года. Поэтому уже шла какая-то, видно, скидка на эти таблетки. Или почему там скидка была, не знаю. Но дело в том, что вот 100 штук, здесь вот, стоят они так 29 евро. Вот. А если без скидки, они 50 с чем-то евро. Стоят 100 штук. А смотрела в аптеке, такие таблетки продаются. Они где-то 20 штук стоят 13 евро или около 14 евро. Вот такие таблетки. Они от кашля. Вот, допустим, у меня сначала был такой вот кашель, да, как сухой. Вот кашляешь, аж глаза на лоб вылазят, ничего не откашливается. Вообще кашляешь и кашляешь, да. Вот стала я принимать эти таблетки, сразу стала отходить мокрота. Сразу как она разжижать стала, да, мокроту. Вот, и стало как-то легче. Это значит от кашля они, потом, значит, от насморка. И вот это... Короче, и... чтобы голова не болела тоже. Вот такие вот эти таблетки. Они как вот при бронхите тоже их пьют. И... Короче, вот эти таблетки мне посоветовал врач. И я их уже, наверное, лет 10. Вот как что-то случается такое, я вот эти таблетки принимаю. Я специально их покупаю, они без рецепта идут. И... ну, мне нравится. Вы вообще, если, допустим, будете такие таблетки употреблять, вы проконсультируйтесь с врачом. Можно вам такие таблетки, нельзя, как вы там это самое. Но лично мне нравятся такие таблетки. И вот как только начинается у меня что-то, ну, я чувствую, что уже вот заболеваю, я начинаю сразу вот их принимать. Вот у меня их не было, что-то... я давно их не покупала, и как-то я без них была, ну, плохо себя чувствовала. Короче, вот еще раз показываю. Такие таблетки, это не реклама, ничего. Это, видите, вот это и легкие сразу, и горло, вот все вот. Оно, правда, становится легче. Вот от этих таблеток. Они, сейчас я вам покажу. Они как капсулки. Вот смотрите, капсулки, да? Вот такие. Вот принимаете одну таблеточку, заливаете стакан, запиваете стаканом воды, выпиваете эту вот там таблетка, капсула, да, и за полчаса до еды. Ну, как-то так вот принимаете, и становится, правда, легче. Вот даже вот я выпила эти таблетки, и у меня в носу вот я чувствую, что вот как вот, ну, чувствую, что мой нос, во-первых, и нормально дышит, и как вот... как прогревает. Вот, значит, выпьешь эти таблетки, а потом как вот снизу идет вот тепло какое-то, вот начинается такое вот. Ну, короче, кто хочет, попробуйте, кто не хочет, тот как хочет. Я просто-напросто не то что советую, я сама такие таблетки принимаю. Хотите, тоже попробуйте. Короче, так. И еще мне врач прописывал вот такие капельки. Вот смотрите. Вот так вот они называются, эти капельки. Они тоже, вот эти вот таблетки, они на травах. Сделайте капсулу на травах.
И вот это вот тоже вот, смотрите, как называется еще раз. На паузу можете поставить, посмотреть. Короче, это вот капельки. Тоже такие вот я покупаю всегда их. И когда вот вы чувствуете, что у вас горло начинает, вот только вот еще чесаться начинает, да, как чувствуете, что вот уже чешется у вас горло, что оно вот-вот должно заболеть, тоже можете вот начинать полоскать. Тут сколько? Тут прям записала 20 капель, 3 раза в день, ополаскивать горло. На полстакана водички так накапаете 20 капель и полощите горло. Тоже помогают хорошо. Это тоже все на травах. Опять же, проконсультируйтесь у врача. Потому что я не врач, я вам советовать не могу. Я только рассказываю про себя, что мне это помогает. Вам не знаю. Но должно помочь. По крайней мере, вот эти вот таблетки, вот они разжижают вот это вот, как помогают отхаркивать потом. И вы уже не кашляете так, как кашляли, допустим. Прямо у меня вообще кашель был сумасшедший. А эти таблетки стала принимать, стало легче. Так, теперь я хочу сделать еще смесь из клюквы. Она поможет, наверное, мне бороться с простудой. И подниму немножко, иммунитет начну поднимать, потому что с этой болезнью, я так думаю, что иммунитет все-таки у меня немножко снизился. Итак, вот у меня здесь, наверное, грамм 150 клюквочки. Вот у меня клюква замороженная была. Она у меня уже оттаяла здесь. Сейчас я ее помою. Ну, наверное, 150 или 200 грамм. Ну, вот так. Опс. Вот так вот, да, где-то. Вот сейчас я ее помою. Так, 150 грамм клюквы я беру. Упс. Так. Теперь 1 лимон у меня. И надо 7 ложек меда. Все. Это надо... Ну, если у вас есть штаб-миксер такой, это как он называется, погружной миксер вроде бы, то можете им. У меня вот такой вот миксер. Сейчас я это все в чашечку пересыплю. Так. Получилась целая чаша. Вот смотрите. Видите? Сейчас закрою. Мало воды, плохо молотит. Так, сейчас мы еще добавим сюда лимончик. Ну да, еще, видите, замороженное такое. Еще не растаяло. Так. Ложечку берем. Сейчас сюда еще лимончик покрошу. Вообще я не люблю лимон со шкуркой. Ну не знаю. Ой, как пахнет лимончик. Так. Маленько сейчас порубаем. Ну так, наверное, нормально. Такие кусочки. Все.
Не хочу водички добавлять. Обычно я когда вот на такой вот делаю, на таком миксере, я добавляю немножко водички. И тогда прекрасно, конечно же, это все перемалывается. А без воды не очень хорошо. Я это заметила уже давно. Так, сейчас включаем. Не молотит сразу много, потому что нет воды. Видите, как получается? Вот перемолотила уже. Сейчас у меня вот тут баночка есть из-под меда. Я мед пока болела. О, нюх есть. Запах чувствую. Сейчас переложу сюда. Сразу в эту баночку. Остальное все поперемолочу дальше. Так. Не знаю, правда или нет, что повышает иммунитет вот эта вот смесь. Так с чаем можно будет пить. Нормально будет. Конечно, водички надо было здесь чуть-чуть сюда. Налью немножко водички все-таки сюда. Потому что как-то, ну, не очень. Плохо молотит. Все, водички долила. Чуть-чуть, мне кажется, будет достаточно. Обычно вот так вот на такой лук молочу или еще что-то, вообще прекрасно получается. Но другое дело. Все равно маловато водички еще. Еще добавлю маленько. Видите, перемолотилось, но не очень. Еще вот остались вот тут вот ягодки целые. Они еще и замороженные. Если были бы не замороженные, конечно, то лучше было бы. А так это еще все дело замороженное. Только из морозилки достала. О, сейчас пойдет дело. Так, закрыли. Поставили. Все. Как немножко водички добавила, все прекрасно стало получаться. Запах, конечно, вот такая вот смесь получилась. Видите? Сейчас это все переложу в баночку из-под меда. Как-то не знаю, наверное, со шкуркой все-таки горьковато будет. Ну, не знаю. Надо будет попробовать. Свинячила тут. Так. Все, ну и куда же я положу еще сюда 7 ложек меда? Вы как думаете? Разве сюда может влезть 7 ложек меда? Ну, посмотрим. Так, сейчас посмотрим. 7 ложек меда. У меня другой мед. Так. Сюда все. 7 ложек. Так, раз. Маленькая баночка. 2. Блин, надо перекладывать, наверное, в другую банку. Или в чашу в другую. Что-то тут у меня как-то маловато места. Так, 2 ложки я положила. Сейчас 3-ю ложку положу. 2. Так. 3.
Не хватает места. Такое свинство вот получается. Так, надо взять, значит, чашечку какую-нибудь побольше. Выкладу все-таки сюда. И получается мне в баночку в эту все, что залезло. Так, 3, да, я ложки вроде положила. Так, сейчас я это все перемешаю, а потом уже поскладываю в другое место. В баночку. Еще куда-нибудь. Так. Вот чем хороша вот этот миксер, тем, что без проблем можно помыть. Как-то так это сполоснул стаканчик этот. Стаканчик чистый. И сполоснула нож. Все. Нож тоже чистый. Красота. Вот у кого нет такой, рекомендую. Так, значит, 3 ложки у меня здесь меда есть уже. Напоминаю, здесь у меня 1 лимон, 150 грамм клюквы. И 7 ложек надо положить сюда меда. Так, 3 есть. 4. 4. 5. Вот что-то сладкое, наверное, будет сильно. 5. 6. 6. И 7-я ложка последняя. 7. О, так много. Так, тут надо все это вытереть сразу. Так, все, 7 ложек меда. Наверное, вкусно будет все-таки. Такая вот смесь получается у меня. Сейчас все перемешаю. Запах так лимончиком пахнет, клюквочкой. Смотрите, вот такая вот смесь получается, как варенье. Там можно потом с чаем, к чайку добавлять. Можно в прикуску, не то, что в чай прямо на это самое, а так, наверное, ложка есть. Все, вот такая вот смесь получается для поднятия иммунитета. От простуды тоже говорят, что хорошо. Не знаю, не пробовала еще, но теперь попробую точно. Куда деваться-то? Намесила, если. Теперь надо будет это все съесть или выкинуть. Ну, скорее всего, съем. Так, попробую. Сразу пробую, скажу вам, вкусно, невкусно. Знаете, вот неплохо. И меда вроде бы немного. Не сильно сладко. И клюквочка чувствуется, и лимончик. Вкусно. Рекомендую. Даже если это не поднимает иммунитет, но вкусно. Все. Всем пока. Все рассказала, все показала. Пока.